Как астрологи в этом разбираются? Тут же с ума сойти можно от всей этой абракадабры. Какие-то символы, обозначения, черт ногу сломит. Поэтому, чтобы не ломать себе голову, в этом видео мы с вами научимся строить свой персональный гороскоп, а также изучим, как обозначаются в нашем гороскопе планеты, знаки зодиака, дома гороскопа и узнаем, что же такое асцендент или восходящий знак и как узнать свой истинный знак зодиака. Друзья, вы на канале Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Поехали! Прежде чем появится пошаговая инструкция, как построить свой гороскоп, давайте для начала определимся, а что такое гороскоп на самом деле. Гороскоп – это фотография неба в момент вашего рождения относительно геолокации вашего рождения. То есть для построения вашего гороскопа надо знать место рождения, дату рождения и самое важное – время рождения. Время рождения очень важно и желательно найти именно бирку из роддома, в которой написано время рождения, либо обратиться в архив города для восстановления этих данных. И почему же важно знать это время рождения? Да потому что планеты на небе постоянно двигаются, и даже погрешность буквально в 5 минут может кардинальным образом изменить ваш гороскоп, ну и, соответственно, трактовки по нему. И для того, чтобы построить свой гороскоп, мы воспользуемся астропроцессором. Все астрологи пользуются профессиональным астропроцессором, но есть такой хороший астропроцессор, называется он Vedic Hora, и им очень удобно пользоваться в любом мобильном устройстве, на планшете, в телефоне, потому что ты заходишь в него через браузер. Ну и, собственно, на компьютере его использовать также можно. Поэтому давайте приступим к построению. Для начала мы заходим в Google и вбиваем Vedic Hora. И вот это самая первая верхняя ссылка, которую вы увидите в поисковике Google, это и будет наш с вами астропроцессор. Через что ссылка на астропроцессор также будет под видео, в описании видео и в первом закрепленном комментарии. Переходим на этот сайт, и у нас открывается новое окно. Здесь вы видите в самом верху страницы, что нам надо ввести имя человека, день, месяц, год рождения, час, минуту, секунду, то есть бирочное время и населенный пункт, то есть ваше место рождения, не место проживания, а именно место рождения человека. Ну и давайте для примера построим. Вбиваем имя Диана, дата рождения 21, например, 05/1970 года, час, минуту, секунду, ну давайте 22:30:00, но вы здесь вбиваете именно свои данные. И населенный пункт у нас будет Минск. Здесь вы видите, что астропроцессор нам показывает варианты, которые мы можем использовать. Ну, например, Минск, Беларусь. Вы выбираете этот вариант. Могут быть наименования абсолютно идентичные в разных странах. Ну и, соответственно, вы выбираете то наименование, которое находится в вашей стране. То есть там Кострома, например, это может быть и Россия, и Словения, и так далее. Выбираете свой вариант. Например, если вы родились в каком-то маленьком населенном пункте, в поселке, в деревне, то этого населенного пункта может не быть в базе. Тогда вам надо вбить в поисковик более крупный по размеру населенный близлежащий пункт. И он обязательно появится. Идем дальше. Как вы видите, долготу, широту и часовой пояс, который был в момент вашего рождения, программа прописала сама автоматически. И именно так вот выглядит заполнение. Далее. Вы можете поставить, конечно, вот здесь вот галочку «Я не астролог», да, и если мы нажмем «Рассчитать», то вы увидите вот гороскоп именно в таком виде, где, скажем так, очень банальным, понятным языком будет расписано, что Солнце в 7-м доме в Тельце, Луна в 1-м доме в Скорпионе, да, там Марс в 7-м доме в Тельце, ну и так далее. На самом деле можно использовать и такой вариант рассмотрения, но я предпочитаю более профессиональный. И вот мы вернемся
на нашу стартовую страницу, где мы вводили данные, и если не поставить галку «Я не астролог», да, а рассчитать, то, конечно, гороскоп рассчитается в более профессиональном виде, и отображение будет более профессиональное. Именно с такими данными мы работаем, поэтому я вам рекомендую там галку все-таки не ставить, сразу считать гороскоп, как будто вы самый настоящий астролог. Ну, в конце концов, вы же и будете будущими астрологами, как вариант. И у нас с вами появилось такое отображение гороскопа. На самом деле, если вы в первый раз используете программу, то у вас отображение гороскопа вот может быть такое квадратное. Это южный стиль рассмотрения гороскопа, но он не очень удобен для меня лично, поэтому я предпочитаю североиндийский стиль. И вот для того, чтобы переключиться на тот вид гороскопа, с которым мы будем работать и который я буду демонстрировать на этом астрологическом канале, надо нажать вот этот ромбик по центру, и, соответственно, появится алмазный стиль карты, потому что все квадратики внутри гороскопа, они напоминают в какой-то степени алмазики, да, и в нем более комфортно и удобно работать. Обязательно убедитесь, что у вас вот здесь стоит карта D1. Опять же, рядышком есть отображение других гороскопов, и вы видите, вот D9 написано, да, если на него щелкнуть, перечень разных карт появится. Это дополнительные карты на каждую сферу жизни. Это уже более высокий уровень рассмотрения гороскопа. Пока мы с вами с гороскопом знакомимся и учимся его только строить, мы будем работать именно с картой D1. А теперь давайте разбираться, что значат все эти символы отображения в гороскопе. И на данном этапе мы разделим наш разбор гороскопа на 3 проекции. Только отдельно рассмотрим, как отображаются у нас планеты, отдельно рассмотрим обозначение знаков зодиака и отдельно рассмотрим дома гороскопа. Итак, планеты в гороскопе отображаются кратко и только 2 буквами с английским значением. То есть SU это Sun, Солнце, MO Moon, в переводе с английского Луна. Ну, по факту, конечно, Луна является спутником Земли, но в рамках астрологии для удобства она рассматривается как планета. И Луна считается очень важным светилом, то есть оказывает очень сильное влияние на личность. Но об этом поговорим в других уроках. МЕ Меркурий, ВЕ Венус, Венера, МА Марс, Юпитер, JU Jupiter, СА Сатурн и РА Раху, КЕ Кету. Но Раху и Кету это не планеты, это точки на небе, рассчитанные математически. И они на основании их мы делаем вывод о кармических задачах человека. Но при рассмотрении гороскопа для удобства в работе, в обсуждениях, мы также Раху и Кету называем планетами. Вообще, в гороскопе все планеты играют очень важную роль и оказывают свое влияние на характер человека и его судьбу. Только каждая планета оказывает его как бы со своей колокольни, то есть по тем функциям и направлениям, за которые она отвечает. То есть мы запоминаем, что планета — это некая функция и направление деятельности, либо определенный человек в нашей жизни. Об этом я расскажу тоже в других видео более подробно. Далее, знаки зодиака. В астрологии существует 12 знаков зодиака, и в гороскопе они у нас отображаются цифрами от 1 до 12. 1 это Овен, 2 это Телец, 3 Близнецы, 4 Рак, 5 Лев, 6 Дева, 7 Весы, 8 Скорпион, 9 Стрелец, 10 Козерог, 11 Водолей и 12 Рыба. Знаки зодиака — это, по сути, принцип действия, в который окрашивается функция планеты. То есть Марс в Овне и Марс в Раке — это абсолютно разная манера реализации марсианской энергии и в жизни, и в характере человека. Но про каждый знак зодиака будут отдельные видео на канале, в которых вы более подробно сможете понять эту разницу. Далее, дома гороскопа. В гороскопе мы с вами видим 12 домов. Это вот наши 12 квадратов. То есть вот это основная сетка, которая делит наш самый большой квадрат на части. И отсчет домов всегда начинается с самого верхнего и крупного квадрата. Это всегда первый дом гороскопа. Собственно, вы это видите на картинке.
Последующие дома отсчитываются против часовой стрелки по порядку. То есть следующий дом у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. По порядочку и в своей очередности против часовой стрелки. Чтобы лучше запомнить, я вам рекомендую перерисовать себе эту картинку, как подсказку. Хотя можно и запомнить ее зрительно. И в целом, если у вас очень хорошо с математикой, то вы можете легко проложить в уме параллель, то есть вот такую прямую ось, что 1, 7, например, то есть 7-й дом у нас всегда напротив первого, 2, 8, и 8-й дом всегда напротив второго, 3, 9, и 9-й дом всегда напротив третьего, 4, 10, 10-й дом всегда напротив четвертого, 5, 11, 11-й дом напротив 5-го дома всегда, и 6, 12 ось это 12-й дом всегда напротив 6-го. Ну, я надеюсь, это достаточно легко запомнить. И вот мы с вами изучили, что верхний центральный квадрат – это всегда первый дом нашего гороскопа. И от него уже далее отсчитываются дома в порядке своей очередности против часовой стрелки. А вот знаки зодиака, то есть цифры, которые находятся внутри каждого дома, внутри каждого квадрата, они могут меняться в зависимости от гороскопа того либо иного человека. И тут я вас уже подвожу к такому понятию, как восходящий знак, или как мы по-другому называем в нашей профессиональной терминологии лагна или асцендент. Так вот, знак зодиака, то есть цифра, которая попала в ваш первый дом гороскопа, это и есть ваш истинный знак зодиака. То есть восходящий знак – это знак зодиака, который был на восходе в момент вашего рождения, конечно же, с учетом геолокации вашего рождения. Вот, например, в гороскопе, который мы с вами построили, в первом доме, то есть в самом верхнем квадрате, расположена цифра 8. Значит, владелец этого гороскопа – восходящий Скорпион. А вот, например, вы сейчас на экране можете увидеть пример другого гороскопа, да, и в первом квадрате здесь находится цифра 9, значит, это восходящий Стрелец. И сейчас посмотрите, пожалуйста, в свои гороскопы и определите, кто вы по асценденту, то есть какая цифра находится у вас в первом доме, какой это знак зодиака. В первом доме находится конкретно в вашем гороскопе. Это и есть ваш восходящий знак, ваш истинный знак зодиака, а не тот, к которому вы привыкли по жизни, читая журнальные гороскопы. Но если вам сразу сложно дается сопоставление и понимание этих символов, то на сайте Ведик Хора под вашим гороскопом есть таблица, которая будет служить для вас подсказкой. И там вы увидите, какая планета и в каком вот знаке зодиака находится. Но смотрим обязательно именно столбец вот с планетами. Да? Здесь мы смотрим, чтобы квадратик D1 был обязательно. И знак зодиака, в котором находится планета, в основной карте смотрится по столбцу Раши. Вот, например, асцендент в Скорпионе, Солнце в Тельце, Луна в Скорпионе, Марс в Тельце, Меркурий в Овне и так далее. То есть все, как мы с вами обсуждали. В следующих видео мы подробно будем разбирать каждое положение, но вкратце для вашего понимания хочу подвести такой итог, такую мини-черту. То есть важно запомнить, что планета – это функция, которая реализовывается через знак зодиака, то есть через некий принцип действия по дому, то есть по сфере жизни, в которой находится. И это важно запомнить. На этом сегодня у нас все. Обязательно посмотрите следующее видео, чтобы начать трактовать свой гороскоп. И обязательно подписывайтесь на канал, потому что тут будет много полезной и интересной информации. С вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!